Когда Porsche обновляет автомобиль, он не вносит массу визуальных изменений, но уделяет внимание механическим компонентам. То же самое и с Taycan 2025 модельного года. Хотя он может выглядеть как старая модель, это полностью переработанный электрический седан. Все комплектации получают новый аккумулятор и переработанные двигатели. Его запас хода вырос до 678 км в самой дальнобойной версии. Мощность увеличится. Базовая модель выдает 483 лошадиные силы против 402 у предыдущей версии, а мощность Turbo S подскочила с 750 до 938 лошадей. Это нашло свое отражение и в улучшении динамики. Зачетная сотня дается за 2,4 секунды. Электрический седан Porsche Taycan не изменяет найденному стилю, но обновляется в деталях. Рестайлинговый Taycan можно отличить от дореформенного по новому дизайну фар и HD-матрикс высокого разрешения с детализированной оптикой, которые отображают характерную четырехточечную графику бренда в ночное время. Логотип Porsche на полосе задних фонарей имеет трехмерное название марки на корме. Впервые доступна световая версия с анимацией приветствия и ухода, изменен передний бампер и воздушные каналы, появились новые колесные диски. В палитру электрокара добавили новые оттенки кузова. Все обновленные модели разгоняются значительно быстрее своих предшественников. Базовая версия Taycan с 489-сильным электромотором и задним приводом стала более мощной и динамичной. Ускорение до сотни занимает 4,8 секунды, что на 0,6 секунды лучше относительно предшественника. Топовый полноприводный Turbo S получит 938-сильную установку. Разгон до 100 км в час занимает 2,4 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем раньше, что делает его самым быстрым серийным автомобилем, который Porsche когда-либо предлагал на сегодняшний день. Однако новый Porsche Taycan – это не только гонка по цифрам мощности и динамики, но и улучшение других ключевых показателей электромобиля. Да, речь идет об аккумуляторе и запасе хода. По-прежнему новый Porsche Taycan использует 800-вольтовую электрическую архитектуру, однако разработчикам удалось дополнительно повысить допустимую мощность зарядки. Теперь максимум составляет 320 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор в пределах от 10 до 80% всего за 18 минут. Причем и сам аккумулятор увеличился в размерах. Имеем максимальный аккумулятор Performance Battery Plus на 105 кВт-часа против 93 раньше. Соответственно, максимальный запас хода увеличился до 678 км по правилам измерительного цикла WLTP. И в случае Porsche Taycan кросс-туризма эти километры могут быть не обязательно асфальтовыми. Базовые модели получают аккумуляторную батарею общей емкостью 89 кВт-часа. Оба аккумулятора легче своих предшественников. Porsche также увеличил возможности Taycan по регенерации энергии. Если старые полноприводные модели могли регенерировать до 290 кВт, то новые – до 400. Также можно добавить о внедрении комплексной системы Porsche Intelligent Range Manager, который помогает в планировании маршрута и предварительном подогреве аккумулятора и новом тепловом насосе. Все для увеличения дистанции пробега. Или об облегчении электромобиля примерно на 15 кг в зависимости от версии. Все для улучшения динамики. В салоне обновился экран мультимедийной системы. Теперь на него можно выводить потоковое видео. Руль всегда с отдельно установленным переключателем Drive Mode. Появились два новых варианта отделки без кожи. Вместо этого используется высококачественный материал из микрофибры Race-Tex, а также текстильный материал с содержанием шерсти. В список оснащения электрокаров начального уровня вошли система мониторинга слепых зон, подогрев руля, умный ассистент планирования маршрута и система помощи при смене полосы движения. Следует подчеркнуть, что в базе есть пневмоподвеска. Кроме того, новую подвеску Porsche Active Ride можно заказать в качестве опции для всех моделей с полным приводом.
Она обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой благодаря сбалансированному распределению нагрузки на колеса. Подвеска может компенсировать качку и крен, чтобы уменьшить силы ускорения, действующие на пассажиров. Также известно, что Taycan с опциональным пакетом Sport Chrono доступно 10-секундное увеличение мощности на 94 лошадиные силы. Новый Porsche Taycan будет выпускаться в 3 кузовах – седан, универсал и кросс-универсал кросс-туризма, и 4 версиях электрокара Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, в соответствии с возможностью разной комбинации типа кузова и версии. Компания улучшила технические характеристики повсюду и для всех. Однако все эти обновления имеют свою цену. Taycan начального уровня 2025 года стоит $101 395 по сравнению с $92 550 за предыдущую версию. На вершине рейтинга находится Turbo S Cross Turismo стоимостью $213 695, что на целых $14 695 больше, чем у его предшественника. Это больше, чем обычный фейслифтинг, но стоит ли улучшение такого резкого изменения цены? Об этом станет понятно по продажам новой модели. Старт продаж Porsche Taycan в Европе состоится уже весной текущего года. Ровно 5 лет тому назад появление электромобиля Porsche Taycan стало началом новой эры для компании. С тех пор и сегодня продано уже около 150 тысяч недешевых электрокаров. Вышло несколько различных версий и модификаций Taycan, а у инженеров Porsche накопилось немало возможностей для улучшения. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.